Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события происходят и в каком направлении предполагается будет движение по рублю, доллару, евро, золоту, нефти. Так, друзья, давайте, наверное, начнем с России. Какой новостной фон? Так, ну вот заявили об угрозе дефицита после заморозки цен на продукты. Ну, это вполне естественная ситуация. Мы знаем с советских времен и вообще из экономической теории, что если на что-то искусственно сдерживают цены, то возникает этого что-то дефицит, никуда от этого не деться. Так, ну и вот достаточно тревожная вещь. Рекордное число россиян оказались не в состоянии гасить кредиты. Проблема заключается в том, что в текущей ситуации, скорее всего, будет происходить в среднем падение доходов по России. И при этом вот этот показатель он будет все более и более ухудшаться. Соответственно, это вызывает напряженность со всеми вытекающими из этого последствиями. Ну а текущая фискальная политика и штрафы, они могут эту ситуацию еще усугубить. Далее, ну вот еще подвалили штрафные санкции, наверное, в начале января, когда в России по большей части будут праздники, американцы будут сидеть и строчить всякие новые санкции и законы, связанные с этими санкциями. Так, ну вот по ковиду у нас, к сожалению, по России новый рекорд, максимальный рост случаев новых инфицированных. Так, давайте посмотрим, что по Америке. Ну, американская повестка, она более оптимистична. Вот, например, на Блумберге такая интересная статья «Готовы ли к ревущим 20-м?». Ну, то есть это такая ассоциация с 20 веком, были ревущие 20-е после завершения Первой мировой войны, когда западный мир просто расцвел. Соответственно, такая точка зрения связана с тем, что идет перекладка в акции банков и круизных компаний. Кроме того, имеется динамика, в соответствии с которой многие туристические туры, которые должны быть в мае, июне и так далее, они раскуплены заранее. На основании этого ожидает значительный бум того, что связано с путешествием, с покупкой одежды, различными видами времяпровождения, кинотеатры, театры, посещение различных мест. И все это, как предполагает Bloomberg, откроется в 2021 году по факту того, как произойдет масштабная вакцинация и человечество, ну во всяком случае западный мир, победит коварный коронавирус. Но смотрите, здесь на этот счет есть некоторые сомнения у меня. С утра я свои сомнения озвучил. Вот сейчас я покажу еще графики. К сожалению, такой формат, он в Telegram не очень хорошо влезает, поэтому вот я в Яндекс.Дзене опубликовал. Почему я думаю, что все-таки ревущий 20-й, во всяком случае ревущий 21-й, который Bloomberg с высокой степенью вероятности прогнозирует, он не вполне может состояться. Ключевая проблема, ну понятное дело, это рост коронавирусной инфекции в западных странах и вот этот фактор, который связан с безработицей в США. То есть пока никакого намека на то, что этот показатель будет снижаться, нету. Соответственно, идет приток людей, которые не могут в полном объеме наращивать свои потребительские расходы. И с моей точки зрения, вот эти факторы, они являются ключевыми, которые, по крайней мере, в 2021 году могут не дать реализоваться ревущим 20-м, который пророчит, черт возьми, Bloomberg. Ну и вот еще один материал, тоже на Bloomberg, по поводу прекрасных перспектив в новом году. Вот данные по поводу роста баланса американского ЦБ. Предполагается, что в следующем году, в 2021, будет удвоение. ЕЦБ тоже нехило залил денег и тоже очень большое количество зальет в 2021 году. Стимулирующие меры там весьма мощные, но с моей точки зрения все-таки американцы, они больше печатают. Ну и мы, собственно говоря, и наблюдаем текущее движение в паре евро-доллар. Как раз, ну если совсем утрировать, у американцев быстрее вращается печатный станок. Ну и с моей точки зрения, несмотря на то, что планируются такие вливания колоссальные, в частности ФРС планирует удвоить баланс в 2021 году, есть один очень момент, который щекотливый. Он связан с тем, что вот здесь такая вещь интересная написана, что
были упущены две вещи. Первая вещь связана с тем, чтобы выделяемые деньги именно шли в реальную экономику, то есть восстановление производства, восстановление оказания услуг и надлежащей транспортировки, то есть логистической инфраструктуры. Хорошо, они были упущены, но кто сказал, что в новом году они не будут упущены? И особенно сильно этот механизм, связанный с передачей свеженапечатанных денежек реальному сектору, упущен и не настроен в Евросоюзе. Также второй момент, то что отсутствуют активные агрессивные меры по стимулированию выпуска продукции и потреблению. Но опять же, кто сказал, что в 2021 году внезапно эти проблемы будут устранены и все заработает? Да, если деньги будут печатать, ну грубо говоря, предоставлять в виде различных чеков, поручительств, скупки облигаций, долгов и так далее, то это определенным образом повлияет на баланс экономики. Но это может не повлиять надлежащим образом на то, чтобы раскрутился маховик. И уже как бы вот эта фраза меня лично, она очень настораживает сильно, потому что исходя из того, что эта проблема обозначена, и я не вижу никакого здравого решения ее в 2021 году. То есть что такое произойдет, что деньги, которые закачали в экономику, раздув фондовые рынки, они трансформируются во вращающийся маховик экономики. Но вот как бы американский показатель в части того, что пособия по безработице, заявки, они не идут ниже 800 тысяч, практически не идут. Он абсолютно не показывает на то, что те деньги, которые выделили, которые напечатали, которые сформировали, они пошли в восстановление реального сектора. Ну, в еврозоне схожая ситуация. И поэтому для меня лично не совсем понятно, как они предполагают получить ревущие 20-е. Кроме того, надо, в общем-то, держать в голове, что ревущие 20-е, они закончились еще более ревущим 1929 годом, когда все рухнуло к черту. Вот, поэтому, если это будут ревущие 20-е, которые связаны с непрерывным печатанием денег и надуванием пузырей, то какое-то время это, конечно, будет приятно в части получения прибыли из спекулятивного капитала, но в конечном счете это приведет к краху мировой экономики, потому что ключевой момент предоставления помощи и вообще денег – это чтобы функционировала экономика, чтобы производились товары и услуги, люди их потребляли, и чтобы этот бесконечный цикл функционировал и непрерывно рос. Ну что же, на этой позитивной ноте ожидания ревущих 20-х давайте перейдем к рассмотрению графиков. Так, но американский индекс, это SFD на фьючерс S&P, находится в боковике. Судя по всему, в этом боковике он пробудет до Нового года. Нижняя граница 3670, верхняя граница 3730. Конечно, если подпишут все необходимые моменты в части помощи, стимулирующих мер, то может быть вполне короткий задерг, но скорее всего потом будет возврат вот сюда, вот в этот боковик. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм, сейчас 15:29 по Москве. На что имеет смысл сейчас обратить внимание? Вот здесь подошли к локальному уровню, это раз, и сейчас разворотная формация намечается. Вот отсюда по-хорошему должен быть отбой и движение опять к уровню 51-55 и попытка на нем закрепиться. В том случае, если пойдет движение вниз и будет пробито 50,6, ну даже скажем так 50,45, то в этой ситуации весьма вероятно движение продолжится, и цель движения будет тестирование поддержки, которая 50,1. И здесь вот в случае прихода к этому уровню, если не будет дальнейшего движения и пробития 49,8, 49,75, то отсюда наиболее вероятно будет отбой и повторное движение, цель которого будет сходить на 51,5. Так, далее RGBI, российский индекс ОФЗ, немножко он притормозил, а то как-то он очень бодро идет ко дну. Далее золото, 4-часовой таймфрейм, давайте сначала его посмотрим. Но здесь золото в таком поджатом боковике, в консолидации от 1874 до 1882.
Если сейчас все-таки произойдет пробой 1874, то в этой ситуации наиболее вероятно движение будет на 1868-1867. Сейчас на текущий момент, это 15-минутный график по золоту, от текущего значения 1878 до 1875,5, здесь вполне может быть разворот, и цель этого разворота будет отскок и движение на 1884. Если сейчас вот этот диапазон мы пробиваем на объеме, то отсюда развивается движение, цель которого будет уже, наверное, на 1872 или на 1867. Вот сюда, вот этот диапазончик. По золоту наиболее вероятно, вот здесь идет консолидация, которая сейчас по наиболее вероятному сценарию сформирует очередное тестирование 1882, и в случае закрепления над этим значением мы на этой неделе можем увидеть, ну, как минимум задерг на 1900 или 1905, вот сюда, в этот диапазон. Так, друзья, далее рубль-доллар, часовой таймфрейм. Идем мы достаточно энергично вниз на укрепление рубля. Почему это происходит? Вроде бы и RGBI не укрепляется, а рубль против доллара укрепляется. Налоговый период 25 и 28 крупные платежи в рублях. Опять же, спорный момент. Кто-то говорит, что это никак не влияет. Ну, я не буду вдаваться здесь в детали механизма, то есть то ли рубли меняют, то ли, может быть, действительно там рубли уже готовы, держат на счете там до востребования или на каких-то депозитах краткосрочных. Могу сказать, что вот эта закономерность, когда происходят крупные налоговые выплаты в конце месяца, в те дни, соответственно, это приводит к тому, что рубль укрепляется в этот день и накануне. Сегодня как раз такой день, следующий день это 28 декабря. Сейчас мы пришли на промежуточный уровень 74,5. Если здесь в ближайший час не произойдет разворота, но даже час-два, то весьма вероятно отсюда разовьется следующий цикл движения. Цель этого движения будет потестить 74,1, вот этот уровень. Если сейчас здесь мы начинаем торговаться и здесь оформляется разворот, то нас ожидает коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 75.15. Вот сюда вот. Далее евро-рубль. Евро-рубль tomorrow, 4-часовой график сейчас беру. Пришли мы на уровень, который 90.75. Вот от этого уровня сейчас будет либо проторговка и отскок на 91,1. Или же если мы уровень сейчас добиваем или начинаем торговаться 90,6, 90,75, то отсюда, скорее всего, будет еще одно движение на укрепление рубля. И цель этого движения будет 90,2. Закрыть вот этот гэп оставшийся. Друзья, ну это, в общем-то, все. Ключевые инструменты, РТС и акции чуть попозже. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал и на YouTube.